Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о натяжении кривой, о том, на что влияют эти проценты, как выглядят наши овальные буквы в зависимости от того, какой процент выставлен в этих кривых, и как вообще можно редактировать соседние глифы, не выходя из текущего, над которым мы сейчас работаем. При работе над несколькими глифами иногда не очень удобно переключаться между ними, чтобы посмотреть их размер или посмотреть толщину штриха. Допустим, если сейчас я набрал кучу букв, я вижу, что у меня есть размеры конкретной буквы О и размер ее штрихов, но не могу увидеть, что происходит у меня в букве H. Переключаясь на нее, вижу, что происходит в букве H, но не вижу, что происходит в букве А. Было бы удобно видеть сразу и то, и была, чтобы возможность замерить, например, ее размер одной и второй буквы. Ну, во-первых, я вижу, что у меня здесь 610, и в целом это мне помогает, но не очень. Поэтому я обычно работаю в режиме Edit Across Glyph, который позволяет мне редактировать не только текущий глиф, но и соседние, и видеть их размеры. Что мне для этого нужно? Мне нужно зайти в Edit и включить режим Edit Across Glyph. Я включаю его и вижу содержимое всех других букв, которые у меня открыты. В данном случае это буква H и O. Чем это полезно? Допустим, я работаю над буквой. Переключусь на 2, чтобы быстрее все переключалось. Вот я над ней работаю. Мне нужно подтянуть вот этот узел до нужной толщины. И я могу рядом поставить букву H в режиме текст и увидеть, что она у меня шириной 170. Теперь я понимаю, что мне нужно накинуть 5 юнитов или 5 юнитов, чтобы они вместе как-то сочетались. Если я забыл, какая у меня вертикаль, мне не обязательно кликать саму букву, чтобы увидеть это. Я могу просто навести курсор сюда и увидеть, что она у меня идет толщиной 160. А здесь я делаю 165, чтобы компенсировать ее оптически. Если мы посмотрим на нашу букву О, то мы увидим, что она достаточно круглая. В целом вы, наверное, особо разницы не видите, но, как по мне, она, я бы сказал, слишком круглая. Поэтому я бы ее сделал чуть-чуть более выпуклой, чуть-чуть более такой вот надутой. Для чего это нужно? Для того, чтобы она смотрелась более органично и менее технически, потому что все-таки шрифт это такой вот полноценная композиция, а не набор каких-то вот простых форм и шейпов, так сказать. Вот, это все-таки что-то более живое, что-то более такое вот пластичное, несмотря на то, что он основан на геометрическом гротеске изначально. В общем, я бы немножко придал ему вот естественности. Как это вообще выглядит? Если мы посмотрим на наш шрифт в оригинале, то мы увидим, что он достаточно круглый сам по себе. Это обычный круг. Так как этому шрифту уже очень много лет, тогда в цифровых шрифтов еще не существовало, потому что не было компьютеров, поэтому они были достаточно такие геометрические и самые обыкновенные. Сейчас тенденции поменялись, поэтому нам бы в идеале сделать нашу овальную форму чуть более аккуратной и красивой. Как это вообще делается? Когда мы рисовали с вами вот этот овал, мы использовали стандартный инструмент эллипс, который позволял рисовать обычные фигуры, там, круглые, овальные и так далее. То есть, если я вот так вот нарисую, мы получаем с вами обычный овал в обычном режиме. Но если мы посмотрим сюда, мы увидим, что натяжение вот этой кривой, то есть соотношение овала между этими двумя точками, оно равняется среднему такому показанию 55%. Что конкретно это значит, я вам не скажу, но в общем, так выглядит обычный круг. Но обычно в шрифтах это значение чуть больше, оно равняется примерно 60, там 58-65 примерно. То есть если я посмотрю вот сюда, я сделал здесь побольше, по 58, и она стала выглядеть уже немножко по-другому. Чтобы этого всего не делать вручную, мы можем изначально это заложить в сам рисунок. Мы выбираем инструмент овал, но переключаем его в режим эллипса с натяжением кривой, которая равная здесь 60%. Почему 60%? Потому что это стандартное значение. Если я вот так нарисую зажатым шрифтом овал и посмотрю на него, увижу, что здесь значение процентов 60. Если мы посмотрим на вот эти две буквы рядом, мы увидим, что вот это имеет более выпуклые части вот здесь, здесь и здесь. А эта часть более такая, мне кажется, плоская, хотя на самом деле это идеальный круг. А вот это уже не совсем идеальный круг. Вот. Что это нам дает? Это нам дает более такой живой рисунок. Почему 60%? Потому что это настроено в самом шрифте, Font-Info. Я нажимаю Ctrl-Alt-F, перехожу в Font-Info нашего шрифта, перехожу во вкладку Font Dimension, и мы видим, что здесь по умолчанию стоит значение 60. Отлично.
Допустим, я хочу нарисовать вот этот овал, но не с такой формой, а более ромбовидный. Очень просто. Я выбираю режим рисования овала с натяжением кривой, уменьшаю, например, до 14%, и теперь я могу нарисовать вот такой ромбовидный овал. То есть по факту это не ромб, это овал, у которого усы не так далеко вытянуты и имеют 55%, а достаточно короткие, по 15% с каждой стороны. Я могу их вот так вот с зажатым шифтом вытянуть, чтобы они у меня вот так не скакали, а только в одной плоскости были. И получился у нас вот такой вот объект. Но, разумеется, так шрифты никто не рисует, в такой форме практически никогда вы их не встретите. Поэтому по умолчанию он у нас все равно отскакивает на 60. Но если я хочу, чтобы у меня всегда такое происходило, я перехожу в Font Info, ставлю здесь, например, 15. И теперь у меня все фигуры овальные в режиме с натяжением кривой будут вот такой формы. Когда это может быть полезно? Если, например, я рисую шрифт, и мне хотелось, чтобы он был более приквадрачный, как, например, шрифт микрограмма, который вы видите, буква О, она, несмотря на то, что круглая, как бы круглая, она имеет достаточно приквадрачную форму. Почему? Потому что у нее натяжение кривой усов очень сильно друг к другу приближены. Как это можно сделать? Я выбираю инструмент, овал, выставляю здесь значение, ну, например, 87, и могу теперь нарисовать вот такую достаточно квадратную форму овала. Ctrl, выделяю внутренний овал, реверс контур, и вот у нас получилось, ну, нечто похожее на вот этот вот, на эту микрограмму. Чтобы это происходило на постоянной основе, файл, Font Info, и выставляю здесь, там, например, 80-90 значений, тогда все буквы, которые я буду рисовать в будущем, будут иметь такую форму. Но мне здесь это не нужно, поэтому я ставлю 60 по умолчанию, которая в большинстве шрифтов, и меня это полностью устраивает. В общем, как это работает и что с этим делать, я думаю, вы в будущем разберетесь. Но конкретно здесь нам бы исправить немножко форму этой О, чтобы прибавить ей немножко человечности, что ли. Поэтому вот эти значения 55 я немножко видоизменю. Как мы это делаем? Мы выделяем ус и стрелочками можем его подвигать вправо-влево, чтобы сделать значение больше-меньше. Но делать с каждым усом это, допустим, даже если я зажму Alt-Shift, то теперь я могу двигать ус и сверху, и снизу относительно узла, но это не очень удобно, потому что каждый из таких усов нужно, чтобы они были симметричные, чтобы они были аккуратные, это большая трата времени. Поэтому для этого есть другой инструмент, сейчас мы его чуть позже разберем. А еще я вкратце добавлю вот что, если мы нажмем с выбранным инструментом эллипс в любом месте, то у нас появится такое окошко, которое предлагает нам сделать с заданными размерами по вертикали и горизонтали овал, либо овал с выбранным натяжением кривой. То есть, если мы хотим вот так вот вручную их подбирать, мы можем просто нажать в любом месте, поставить тут значение, например, по 500, натяжение, ну, допустим, меня интересует вот такое, заливка либо без заливки, жму ОК, и он мне добавляет такой объект. Теперь я могу с ним работать, если мне это требуется. А вот сейчас, когда мы с вами все это разобрали, давайте перейдем к следующему инструменту под названием, вот оно здесь, не могу сказать как-то по-русски, ну, в общем, инструмент отображения кривизны. Он нам тоже очень поможет в будущем делать аккуратные, правильные овалы и примыкание двух овалов друг с другом. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.